то утро небо было затянуто тяжелыми тучами, и город тонул под безжалостным ливнем. Перед огромным особняком, окруженным мраморными фонтанами, под старым деревом сидела женщина в выцветшей синей униформе. Волосы прилипли к лицу, руки дрожали, но она все равно пыталась есть из дешевой пластиковой коробки. Дождь смешивался со слезами, но она не уходила, словно уже не знала, что такое комфорт. Из окна автомобиля за ней наблюдал Ричард Хейл, один из самых богатых бизнесменов города. Он привык видеть таких людей, горничных, водителей, садовников, как часть пейзажа. Но в этот раз что-то в промокшей женщине задело его. Он вышел из машины, подошел, окликнул ее. Женщина, Мария, вздрогнула, быстро спрятала еду и стала извиняться, будто сделала что-то неправильное. Ричард не стал расспрашивать, но весь день не мог забыть ее образ. На следующий день он снова увидел ее под тем же деревом. На обеде у нее был лишь рис с фасолью. Он подошел ближе и спросил: «Мария, почему ты ешь здесь? У нас ведь есть столовая». Она замерла, потом опустила глаза. «Простите, сэр, однажды ваши гости пришли пораньше. Мне сказали, что от моей формы пахнет порошком, и мне не стоит быть рядом с обеденной зоной. С тех пор я не хочу никого смущать». Эти слова пронзили Ричарда. Он понял, что никогда не интересовался судьбой людей, работающих у него. В течение следующих дней он наблюдал за Марией и узнал, что она вдова, одна воспитывает сына и работает на нескольких работах, чтобы оплатить его учебу. Каждое утро она приходила за 2 часа до смены, проходя несколько километров пешком. Однажды он решил съездить в ее район. Среди старых домов и узких улиц он увидел мальчика, сына Марии, сидящего за столом и делающего уроки при тусклой лампе. На стене висели его рисунки: врач, больница и женщина в синей униформе. Тогда Ричард понял: мальчик мечтает стать врачом, чтобы помогать таким, как его мать. В ту ночь он не смог уснуть. На следующее утро он вызвал Марию и протянул ей конверт. Внутри было письмо о стипендии для ее сына и повышении по работе. «Ты не обязана ничего говорить», — сказал он тихо. «Просто пообещай, что больше никогда не будешь есть под дождем». С тех пор особняк будто изменился. В нем стало теплее, люди чаще улыбались, а Ричард впервые за много лет начал слушать истории своих работников. Он понял: богатство без сочувствия — это пустота. Прошли годы. Сын Марии окончил школу с отличием и стал врачом. На выпускной церемонии в зале громче всех аплодировал Ричард. Когда Мария подошла к нему со слезами на глазах, он только улыбнулся. «Ты дала мне больше, чем я когда-либо дал тебе. Ты напомнила, что такое настоящее богатство. Иногда одно доброе дело, один взгляд под дождем может навсегда изменить сердце».